Все, кто впервые на моем канале, не забываем подписываться и нажимать на колокольчик. Друзья, всем привет! Вы на канале про Америку не только. И сегодня я расскажу про свой большой трабл. В общем, решил тут отмыть мотор димексидом даже в Америке. И это ML 2004 года, 163 кузов. Я как понимаю, что здесь объем мотора 3,7. 160 порядка тысяч миль здесь пробегу. И если, конечно, посмотреть на состояние этого автомобиля изнутри, даже после того, как я все это дело отмыл димексидом, вы можете обратить внимание, что лаковые отложения остались. Очень много грязи осталось здесь. И самое главное, что на поддоне тоже очень много грязи. Это хотя, в принципе, уже была промывка после димексида уже обычным маслом, но, к сожалению, пришлось все разобрать. Вот до такой степени крайне неудобно все это делать. И нигде в интернете я не видел проблем, что может случиться, все описывали. Нигде не было видео, как этот выглядит масляный насос. В принципе, насос абсолютно живой, но у него, я как понимаю, что умер вот этот вот клапан. Посмотрите на его состояние, он просто вот, мне кажется, прилип. Я видел, что умельцы на 111 мотор вытачивали его из алюминия. Новый такой насос стоит в Америке где-то порядка $450. Но на разборках таких моторов достаточно много. Единственное, что придется опять полдня потратить, чтобы его оттуда снять. В принципе, мне надо купить только вот этот элемент. На разборке он будет стоить $10. Так что не рекомендую димексидом отмывать 112 мотор. А иначе попадете, как я. Главное, что клиент все оплачивает, и что хочет эту машинку для своей тещи. Ладно, как соберу, расскажу вам. И, кстати, я только вчера узнал, что на ML, именно в этом кузове, в принципе, нету никакой лампочки давления масла. Так бы я, конечно, эту вспышку бы не просрал. Хотя, когда именно на димексиде, на последней промывке, именно с димексидом, давление было, ничего не стучало. Только залил новое масло, смотрю, мотор начинает стучать. Друзья, через несколько дней я записываю уже это видео. Я съездил на разборку, нашел нужную запчасть, и вот как она выглядит. Еще раз, насос в разобранном виде. Повторюсь, да, что износа здесь практически нету при пробеге 160 тысяч. Вот. Как выглядит этот клапан. Вот он. Плохой клапан. А вот с донора. Сейчас я все это дело попробую собрать. И посмотрим, как оно вообще работает, ходит. Не знаю, как мне проверить, конечно, насос, не установив на машину, сосет он масло или не сосет. Но я так думаю, что-нибудь сейчас придумаю. Ладно, буду собирать. Да, пришлось, конечно, поковыряться, чтобы обратно этот клапан вставить, потому что пружина очень сильная. Здесь вот еще есть такая алюминиевая вкладочка с колечком упорным. И, минут, наверное, 15 ковырялся. Приспосабливался, как же ее одновременно нажимать и запрессовать обратно все это дело. Ладно, осталось совсем чуть-чуть. Осталось все это дело поставить обратно. Вот таким вот топорным методом я проверяю, вообще качает он или нет масло. Смотрите, оп, и накачал. И в обратную сторону. Так, на всякий пожарный, а то, очень уж трудоемко его снимать для начала. Третий день ремонта этого автомобиля. Вот уже все подготовлено, все отмыто. Еще с кафочкой прошелся и корщеточкой. Сейчас еще вот этот герметик весь отсюда выковырю, чтобы его здесь не было, чтобы случайно куда-нибудь в резьбу не попал. Вот. Внутри насос уже стоит на месте. Проверил его на машине. Как вчера показывал с этой баночкой. В общем, сосет в фильтре. Масло наконец-то появилось.
Осталось совсем чуть-чуть. Все это дело поставить обратно. Я еще обращаю ваше внимание, что обязательно откручивайте вот эту вот крышки с двух сторон, вентиляции, да, здесь внутри капздец просто. Снаружи-то еще, ну как снаружи, внутренняя часть мотора отмылась, но вентиляция просто засрана в усмерть. Сейчас уже вот с этой стороны он помыл все, надо еще домыть. А так машину уже завел. И она даже работает, и давление, в принципе, вполне нормальное, как у нового автомобиля.